Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. И кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я сегодня буду раскрашивать удивительные животные. Как вы знаете, мне очень нравится эта раскраска. Вообще у меня по плану, так как я здесь по возможности стараюсь раскрашивать по порядку, у меня вот этот разворот. Он у меня, в принципе, был еще, когда я находилась в Питере. Но я там, как вы помните, раскрашивала вот эту иллюстрацию, а разворот решила оставить на потом. И, в принципе, я уже планировала раскрасить его сегодня на камеру, но потом поняла, что я хочу вот здесь вот сделать акварельную подложку. А здесь я хочу фон сухой пастелью. Поэтому я все-таки для начала раскрашу вот здесь. Кстати, вполне вероятно, что и тут у меня будет, наверное, акварельная подложка. Ну, правда, здесь фон будет вот такой, скорее всего. А вообще нет. Здесь он больше будет... Не, ну, наверное, ладно, посмотрим. Но в любом случае я буду его делать сухой пастелью. В общем, вот тут я сделаю везде акварельную подложку. Но в данном случае я займусь вот этой вот страничкой. Единственное, конечно, плохо, что печать переходит со странички на страничку. Это не очень хорошо, поэтому для начала придется, чтобы не было грязюки, все это стереть. Ну да, зато грязюка будет на столе. Не, на самом деле я показывала, что иногда я использую такой маленький пылесос для клавиатуры периодически. Но сейчас я его тут вот убрала. Ладно, как уже есть. Конечно, печать хотелось бы получше тут. Но я не знаю, вот есть смысл здесь стирать или нет. Ну, наверное, есть, потому что если я сейчас здесь раскрашу, я положу также бумагу. Поэтому, скорее всего, вполне уже можно все тут стереть. Ничего на эту сторону не перейдет. Ладно, радует то, что это хотя бы легко убрать. Но я не думаю, что это очень хорошо для бумаги. То, что мы вот так вот тут. Потом, когда делаешь фон, возникают сюрпризы. Всякие разные. Но я вот это сейчас все-таки пойду стряхну в мусорку. Не очень мне хочется тут свинячить. Я уже вернулась, налила еще заодно воды в совушку. Сейчас достану краски. Ну, краски будут акварельные, детские. В этот раз возьму вот эту палитру. Когда-то я ей активно пользовалась, потом перешла на большой набор акварели луч. Так, сейчас я камеру опущу. Ну и возьму кисточку. А это, конечно, тоже хорошая акварель. К тому же здесь вот этот цвет, этот, а в том наборе у меня он закончился. Хотя у меня еще есть один набор в запасе. Ну да ладно, давайте приступим. Я не знаю, на самом деле, посмотрим, как по времени. Может быть, я еще что-то в данный раз начну на камеру, потому что сейчас я подложку сделаю. А потом получается, что сохнуть же это будет, а я, наверное, хочу одним файлом все снять в этот раз. Поэтому я думаю, что, может быть, останется время, я что-нибудь еще такое начну на камеру. Какую-нибудь еще раскраску. Может быть, что-то доделаю на камеру, не знаю.
У меня тут лежит стопка раскрасок, которая, скажем так, в процессе. Вообще у меня есть здесь еще иллюстрация, которую мне Андрей выбрал, но я ее раскрашу, знаете, чуть позже. Вот. Как-то акварель тут прям впитывается в один момент. Ну вот, собственно, поэтому я для начала именно и делаю везде подложку, уже потом, чтобы не было никаких проблем. Ну, здесь пока протекает, но я надеюсь, что когда высохнет, ничего такого. Ну, или надо сейчас вот как-то, знаете, приноровиться. Ну-ка. Да, так-то лучше. Сейчас. Вот. Вот так вот получше будет. Тем более, что это все равно подложка. Поэтому вот, надо набрать воды. Это все равно подложка, поэтому не обязательно, чтобы это было как-то ярко. Ну вот, потихонечку. Вот карандаши мне нравятся, как здесь ложатся. И масляная пастель ложится хорошо. А с акварелькой, да, что-то. Хотя я, в принципе, какие-то иллюстрации здесь же акварелью красила просто в начале. Ну, к слову, тут-то мне и не очень нравится. Мне кажется, что что-то еще. Вот фламинго, по-моему. Я вот недавно как раз показывала, по-моему, Ханну Карлсон я раскрашивала, говорила, что особой разницы не вижу с подложкой или без. А вообще у меня получился разворот, он плюс-минус одинаково раскрашен, но с одной стороны без подложки, а с другой с подложкой. И вы знаете, вообще-то все-таки да, разница, надо признать, видна. Мне даже вот вторую иллюстрацию переделать захотелось. Но я пока воздержусь от этого. А потом, может, и переделаю. Бывает еще так, что и какие-то карандаши прям ложатся. Единственное, ну, как бы лучше ложатся. Единственное, что я заметила вот так вот из минусов, ну вот, например, Fix Price карандаши и Ашан. Вот как по мне, они дают самый лучший блеск, а если еще их потом вот салфеткой натереть, так это вообще просто, они очень такой прям глянец дают, я всегда в восторге. А вот когда раскрашиваешь поверх акварели, он блеск есть, но если начать втирать, видимо, за счет вот этой шероховатой поверхности блеск уходит. Вот. Ну и в итоге, в принципе, глянца такого не получается. Вот, кстати, тоже такой момент. Мне это, конечно, не очень нравится. Ну, посмотрим, еще пораскрашиваю и уже выберу, что в приоритете. Тем более карандашей много. И, может быть, например, под те карандаши, которые дают более простой эффект. Сейчас, да, вы удивитесь, что я скажу. Ну, например, там вот полихромосы, например, даже призмы. Нет, ну призмы нет, они сами по себе, их лучше по отдельности. А вот, например, полихромосы, мне кажется, что, да,
Наверное, лучше акварельная подложка, а потом полихромус, это точно. Но с другой стороны, и дроуинги, дервенты, и колорсофты, я думаю, тоже очень даже неплохо будет. Да нет, наверное, те же призмы. Их тоже хорошо будет попробовать на акварельку. Ну как попробовать, я уже пробовала, в общем-то. А вот Ашан и Fix Price, особенно Fix Price, наверное, лучше в чистом виде, конечно. Мне так кажется. Но просто Ашан, они чуть пожестче, и это мне особого дискомфорта не доставляет, но по акварели они, конечно, прям вообще супер. Ими удобнее. Ну, Fix Price, они мягкие, в принципе. Но с другой стороны, можно же использовать то, что мало идет, вот эти Faber-Castell, которые замок детские. Ну, я уже вот это говорила, что можно их здесь использовать вот по акварели. От них будет какой-то прок. Вот то, что я откуда-то заказывала, я уже не помню, откуда они мне приходили. Салика или Шина. Карандаши. Они обычно никакие. А вот, может быть, я думаю, сейчас я какие-нибудь подобные-то и поиспользую. А заодно посмотрю, что с блеском будет. Ну-ка, ну по времени, я думаю, что, конечно, я успею начать какую-нибудь еще раскраску, а эту подожду, может быть, ну, либо уже сама за кадром раскрашу, или начну на камеру раскрашивать в следующем видео. Ну, а следующее видео я, может быть, сегодня и сниму, потому что как раз есть желание снять пару роликов. Да и не только желание, а просто меня потом несколько дней, поскольку приедет Андрей, мне не будет время снимать. У меня впрок есть видосики, но не лишним будет еще пару-тройку роликов снять про запас. Вот. Тем более нужно уже думать про новогодние видосы, потому как месяц будет такой активный. Я вообще так хочу продумать, потому что, с одной стороны, снимать видео вперед, это, конечно, классно. Но вот, например, декабрь, да, январь, вот особенно первая половина, это такие тематические видео, определенная атмосфера. И, ну, я не знаю. У меня есть, например, какие-то иллюстрации, которые я планирую раскрасить. И, конечно, для многих даже смотреть ролики уже там во второй половине января как-то не совсем актуально. Хотя нет, но еще актуально, потому что то, что мы раскрашиваем в январе, это мы показываем в конце января. Но вот есть несколько иллюстраций, которые я хочу раскрасить, но мне как-то хочется их, наверное, на январь оставить. И я не знаю, может быть, даже... Но в январе, я не знаю, я буду в Москве, не в Москве, тоже непонятно. И, может быть, я их хочу раскрасить за кадром, потому что
Ну, не знаю. Хочу вот сама как-то погрузиться в эту новогоднюю атмосферу, не снимать на камеру. Посмотрим. Вот. Вообще вот всех этих зверюшек, как правило, я стараюсь красить масляной, этой самой пастелью, но да, в принципе, и поверху можно сделать масляную, мне так кажется. Ничего плохого не будет, если захочется. А так, может быть... Кстати, у меня есть одна идея. Нет, но мордочку я хочу раскрасить, наверное, карандашами. Да брюшко скорее тоже. В общем, заготовочка имеется. Да. Это, конечно, не прикольно. Ладно, сейчас это высохнет, это не будет так видно. Отложим в сторону. И сейчас я подумаю, чтобы мне такое пораскрашивать. Я вот говорила, что мне здесь любимый выбрал, но я это раскрашу позже. Но у меня есть вот в раскраске «Рассветный час», у меня здесь еще одна иллюстрация недоделанная, но я бы хотела здесь еще пораскрашивать. И вот как раз-таки, по-моему, здесь мне Андрей что-то выбирал. Собственно, очень интересно. Я потом вспомнила, что в Питер-то я брала «Дневные грезы», но выбрала мне еще в одной и в этой. Но в этой он мне выбрал что-то на морскую тему, и почему-то у меня выпала закладка. Ну да ладно. Приедет, я покажу ему эти морские иллюстрации, пусть выберет еще раз. А выбрал он мне вот в этой «Заколдованный лес», волшебные истории Ханны Карлсон. И выбрал он мне вот такую иллюстрацию. Ну, в принципе, я на нее тоже смотрела, поэтому сейчас я приступлю тогда к раскрашиванию на камеру. Время еще есть, и вот заодно, тем более, что я вообще последнее время что-то стала частенько за кадром раскрашивать. Так, и я хочу выбрать тут необходимые, ну, скажем так, карандаши, которые мне могут пригодиться. Я хочу выбрать, ну, я сейчас такие всякие серые, серо-зеленые выберу карандаши, но в целом я уже понимаю, что у меня будет вот этот карандаш, который мне дарила Оксана, Лира Рембрандт, акварельный, но я его использую без размытия. Это вот, ну, в общем-то, серо-зеленый. Он так и есть. Ну, в целом, по-моему, все. Все, что мне нужно. Хотя странно. У меня то чувство, что у меня карандашей-то подобных оттенков значительно больше. Ну, в общем, начну я тогда раскрашивать, так сказать, кожу. Посмотрим, как тут карандаш ляжет. Я не знаю, мне почему-то вот здесь мне хочется кожу именно так раскрасить. Думаю, вполне будет забавно. Красивый очень оттенок. Вот у Лиры очень неплохие карандаши, именно акварельные, то есть не поликолоры. Именно акварельные карандаши, но без размытия. Вот с размытием я как-то не прониклась этими карандашами, чисто как акварельными. У меня я сама покупала тоже еще давно, знаете, когда
только начинала в 2014 или 2015 году, когда раскрашивать. Еще многие, покупали там обычные карандаши, но я уже там, мне как-то лира тогда заходила, но тоже, повторюсь, без размытия. Я даже лира Осилис тогда тоже не размывала. Ну и, в общем-то, правильно делала, потому что на самом деле, если бы я тогда купила какие-нибудь акварельные карандаши другие, то, наверное, может быть, я и прониклась, потому что тогда, я помню, попробовала их размыть, ну и что-то я не поняла приколюхи. Ну, видимо, была права. Ну вот, поэтому я какие-то оттенки покупала и сейчас активно пользуюсь. Вот зеленый у меня подборочка, и к ним желтый. Это можно видеть, частенько я их использую, но они весьма экономичные, кстати. Вот так вот получается. Я сейчас, вот сегодня у меня получилось уже в таком зимнем режиме. То есть я встала в 6 утра, выспавшаяся, довольная. Ну, очень надеюсь, что так и получится у меня. Это будет здорово. Я почему-то 2 ночи спала, потом одну ночь, третью ночь снова плохо спала. И, короче, вчера я легла 8:30. Я просто вообще с ног валилась. Встала утром, кое-как там что-то делала. Нет, я много, собственно, вчера делала и снимала видео про уборку вот здесь, вот в творческом уголке. То есть я не бездельничала. Вот. И таким образом доскрипела до прихода ученицы. Мы с ней позанимались, она ушла, я поужинала, и то это хорошо, мне Аня напомнила поужинать. Я бы, мне кажется, легла без ужина. Вот, и... это, кстати, было бы более правильно, наверное. Но, в общем, я вырубилась, я даже не помню, как я вырубилась. Не, я взяла наушники, поставила какую-то медитацию, ровно как было, я слабо даже помню, вообще, очень слабо. Потом она закончилась, я выключила наушники и все, и вырубилась. Но, может быть, иногда бессонница это полезно, потому что потом начинаешь вот ценить сон. По-настоящему, знаете, ценить и кайфовать от этого. Так, ну что, кожу я вроде бы раскрасила. Ну, надо я, конечно, темненького добавить. Значит, у меня это Crack Green. Ну, тут чисто серые оттенки. Сейчас посмотрим, что здесь. Вот Ульяна дарила мне Лира Рембрандт Polycolor Silver Grey War. Так, потом у меня Smoky Blue и Crack Green. Надо, конечно, было потестировать. Так, где бы мне начать? Давайте-ка я с ушей начну. Ну, вообще, вполне даже, слушайте, вполне неплохо сочетается. Вот. Очень даже неплохо, как мне кажется. Ну, там уже, ну-ка, как? Ну, в принципе, почти сухой лист. Ну, в следующем влоге я его и начну. Вот. Я так думаю. Сейчас я как раз-таки пойду. Сейчас же утро, сейчас 7:16. У меня там в
термосе, но не крутым кипятком, разумеется, заварена водичка, мандарин, лимон, имбирь. Вот я пойду как раз попью воды, сделаю себе завтрак, как всегда, свою любимую овсянку. Не знаю, я ее обожаю. Вот. И как раз таки здесь все досохнет окончательно. Я даже для надежности на батарею, наверное, кину. Вот. И сяду снимать второй ролик. Вот. Кстати говоря, в этом году, как и всегда, у нас с Оксаной будет совместник. Зима близко, то есть это не на 1 год, не на 2, это на постоянку наш с ней совместник. Так что он, как всегда, будет, ждите, в этом месяце по «Игре престолов». Хотя я думаю, что когда мы «Игру престолов» закончим, то этот совместник продолжится по какой-нибудь другой раскраске. То есть он у нас прям ежегодный такой совместник. И не только этот, и время фиячить, все такое. Так что ждите. Оно уже, так сказать, сделано. Ожидает публикации в свое время. Это будет уже 3-й год подряд. Такое совместное раскрашивание. Так, вполне. Ну а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Ну а я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, ну и, конечно же, уютной, теплой, комфортной осени. Всем пока-пока!